Приветствую тебя. Сегодняшний ролик посвящен одной из самых наболевших тем большинства игроков в Dragon Rage. Представляю вам нашего гостя Кокон. Для удобства в описании будут размещены тайм-коды. Приготовьте чай, кофе с печенюшками или конфетками. Без лишних слов, приступаем. Находясь в игре, заходим в меню и находим вкладку Кокон. После нажатия мы попадаем на главное окно, в котором нам и представлен сам Кокон, состоящий из 10 ячеек. В эти ячейки вы будете вставлять так называемую линьку дракона. И задевая тему линьки, стоит отметить, что в игре представлены всего 5 видов. Красная линька – время вспять. Желтая – смысл древнего дракона. Синяя – вопли дракона. Зеленая – истинный божественный суд. Белая – печать указания. С названием не забивайте себе голову, для удобства в дальнейшем я буду называть их в соответствии с их цветом. Важно отметить, что бонус вы можете получить только за использование 2, 4 или 6 одинаковых фрагментов. Если не поняли, то вот вам наглядный пример. Я установил такую комбинацию и получаю бонус 4 красных и 6 желтых линий дракона. Не обращайте внимания на мою мощь, знаю, что слабенький, но это потому, что начал игру с нуля, чтобы быть вам, новичкам, поближе. Также отмечу, что все игроки используют комбинацию 4 плюс 6, так как использовать комбинацию из 2 фрагментов просто невыгодно из-за очень слабого эффекта. Ну что же, пора поговорить и о самих фрагментах. Разделим информацию на 2 этапа. Описание эффектов и комбинации. Начнем с первого этапа. Для удобства напоминаю, использую цвет фрагмента. 4 желтых наносит цели 13586 единиц физического урона. Один раз каждые 90 секунд. Также на цель применяется окаменение на 2 секунды. 6 желтых наносит цели 35369 единиц урона. Повышает ваш урон на 20% в течение 5 секунд. Перезарядка 90 секунд. Также сопротивление к криту увеличивается на 10%, а коэффициент цели снижается на 10% в течение 5 секунд. Для того, чтобы не было повторений и растягивания хронометража видео, скажу, что нанесенный урон у всех линий дракона будет одинаковый, как и длительность эффектов и перезарядка. Продолжаем. 4 зеленых. На цель применяется остановка, которая длится 2 секунды. 6 зеленых. Увеличивает получаемый целью урон на 20%. Увеличивает ваш пробой на 10%, сопротивление к пробою цели понижается на 10%. 4 красных. На цель применяется заморозка. 6 красных. Снижает получаемый вами урон на 20%. Крит увеличивается на 10%. Сопротивление к криту у цели снижается на 10%. 4 синих. Накладывает на цель обездвиживание. 6 синих. Снижает урон цели на 20%. Повышает ваше сопротивление пробоя на 10%. Также снижает пробой у цели на 10%. 4 белых. Накладывает на цель молчание. 6 белых. И тут вопрос. Либо это недоработка разработчиков, либо баг. Поскольку эта комбинация не имеет эффекта. Только написано, что будет крит. Даже в англоязычной версии. Проверял. Ну что же, с описанием разобрались, пора поговорить о вариациях сборки. Тут тоже можно разделить сборки на 2 роли: авангард и дамагер. За что отвечает каждая роль, думаю, объяснять не надо, приступаем. И если говорить честно, каждому хочется вносить урон, а не впитывать. Но, к сожалению, Кокон имеет узкую направленность, либо урон, либо защита. Остальное повышайте за счет других параметров. Но судить и решать не мне, каждый играет так, как ему хочется. Вариации для авангарда имеют данные сборки. Либо вы уходите в повышение своей защиты за счет красных фрагментов и контролем за счет желтых фрагментов. Из других 4 фрагментов я бы посоветовал использовать белые, так как запрет на использование способности намного эффективнее, чем остановка и обездвиживание цели, которые дальше продолжат закидывать вас уроном. Либо вы уходите в дебаф врагов, чтобы они не могли наносить урон, также с поддержкой вышеперечисленных фрагментов. Но уже к ним добавляется красный фрагмент для заморозки. Вариации для дамага следующие. Тут тоже либо уходим в повышение собственного урона, крита и пробоя с использованием красных и белых фрагментов для контроля. Либо вариации с понижением показателей нанесения урона у врагов, также с использованием фрагментов на контроль. Как вы понимаете, вариации из 6 белых фрагментов не используют из-за непонятного эффекта. Ну и конечно, на своем личном опыте скажу, что в PvP часто сталкиваюсь с этими сборками. Как я и говорил ранее, большинство уходит в дамаг, но и самый лучший контроль является окаменение и заморозка, так как имеют полный контроль над целью. Она не может двигаться, нажимать кнопки и тому подобное. Но выбор за вами, я лишь рассказал основную информацию, касающуюся комбинаций.
Теперь поговорим о получении линьки дракона и улучшении кокона. Сами фрагменты вы можете получить за награду в активности, а также за прохождение плана неба в английской же версии Scorch Project. Дополнительные ресурсы вы можете также получить за активность, и к ним добавляется Бастион. В английской версии Rim Barrier. Если присмотреться, каждый фрагмент имеет свой основной атрибут. Но также попадаются фрагменты с особыми атрибутами, конечно, они в приоритете на установку. Но поскольку вы новичок, удачи вам и в их получении. Также дополнительные атрибуты могут появиться после повышения уровня фрагмента. Теперь о самом улучшении. Происходит оно за счет самих же фрагментов и эссенций, которые падают с тех же активностей. Стоит отметить, если вы ошиблись и повысили уровень не тому фрагменту, не беда, так как левел с улучшенного фрагмента перенесется на тот, который вам нужен. Также для преодоления порога улучшения вам потребуется эмблема Урабороса, которую вы можете получить за тот же план неба, Scorch Project, либо набрав максимально очков активности за неделю, ну или за донат. Также вы можете улучшать дополнительно основной атрибут, используя пепел жизни и остаточную ци дракона. Назовем ее так, как в названии она имеет вот такое содержание. Что касается орнамента с изображением дракона, то этому я посвящу в дальнейшем отдельный ролик, так как данный ролик и так содержит очень много информации, которую вам надо переварить. Большое спасибо, что досмотрел ролик до конца. Вы можете подписаться на канал и поставить лайк. Для вас секунда действия, для меня мотивация на годы вперед. Также вы можете поддержать. Ссылка на Donation Alerts будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Увидимся в следующем видео.